Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодняшний выпуск будет посвящен обновленному мощному карбоновому электровелосипеду Sparta 2.0. Производитель Denzel, тот же, что и у Самурая. Как вы уже обратили внимание, прототипом данного байка как раз был электровелосипед Sparta. То есть Самурай у нас на центральном моторе, а Sparta это мотор-колесо, тихое, бесшумное и очень быстрое. Погоняем на 100-метровочку и рассмотрим все детально. Поехали! Колеса бывают двух типов: 24×3 классические вело и 20×4 это для фэтбайков. Значит, классические велообод и спицы, либо карбоновый диск. Диск не требует никакого обслуживания и, собственно, его можно покрасить в любой цвет. Что касается спиц, то здесь классическое обслуживание необходимо в случае вырывания, подтягивания и так далее. Передняя вилка D&M, как уже говорили, задний амортизатор. У нас D&M Burner, уже проверенный годами амортизатор. Он раньше также ставился и на Сурончик. На Самурае у нас подвеска ККЕ. Это похожая по качеству с D&M подвесочка. Ход передней вилочки около 190 мм и сзади у нас порядка 50 мм. Легкая и очень прочная карбоновая рама – это основное преимущество этих электробайков. Без оснастки рама с маятником весит около 2,5 кг. Для сравнения, алюминиевая рама популярного электропитбайка Сурон почти 8 кг. Классические пространственные рамы из стали и композитных материалов типа Stealth и Teleport весят от 12 до 20 кг. 5 лет назад в максимальной комплектации электровелосипед Sparta весил около 35-37 кг. Батарея и оснастка на тот момент были гораздо легче, и мы использовали велосипед как штангу для упражнений на бицепс. Спустя 5 лет в максимальной комплектации Sparta весит уже 43-45 кг. Проведем тот же эксперимент. Классический цвет, конечно же, черный, но это вовсе не означает, что у вас нет возможности выбрать цвет. Наоборот, байк на заказ может быть покрашен в любой из классических цветов. Помимо этого, можно комбинировать с цветами пластика, кейса с аккумулятором и самой рамы. Также за отдельную стоимость можно даже сделать байк целиком и полностью в карбоновой текстуре или отдельные элементы под карбон. Касается комплектовки по батареям. И на Самурае, и на Спарте один и тот же аккумуляторный отсек. Он несъемный, но если вы захотите его отсоединить, то, соответственно, снимаете с кронштейнов, расстегиваете XT-шник и вынимаете. По емкости два варианта у нас: 40 ампер-часов и 60 ампер-часов. По вольтажу рабочий вольтаж 72, максимально заряженный 84. Едем дальше. Итак, давайте с вами пробежимся по функционалу и управлению электровелосипедом. Кнопка «Пуск старт», обновленный дисплей, такой же, как и на Самурае. Здесь то же самое, уже обновленная версия. И потихонечку давайте с вами пробежимся по органам управления. Здесь у нас рекуперационный тормоз отдельный, сигнал, поворотники, свет ближний, дальний и стробоскоп, аварийка. Отображается все это на дисплее, все, что вы там включаете и выключаете. Так, дальше механическое переключение скоростей 7.
круиз-контроль. Также отображается все на дисплее. Ручка газа и гидравлические тормоза Magura. Это, соответственно, ставится в качестве дополнительной опции. Что касается мотора, значит, это основное отличие у этих двух байков. На Самурае центральный подвесной мотор с номинальным значением 5500, а в Спарте по-прежнему 3-киловаттный дензеловский мотор, тихий и мега шустрый и быстрый. И, соответственно, это тяговый мотор, это у нас скоростной мотор. Максималка здесь 100+, здесь 90-100. Опять же, это можно подстроить тонкими настроечками конфига на контроллере Kelly. И там стоит контроллер на 200 ампер. Ну что же, теорию всю рассмотрели, а теперь перейдем к практике и проверим эти байки на короткую дистанцию. Погнали! Ну что же, заезд был предсказуем. Тяговый мотор и скоростной мотор на 100-метровочку, конечно же, выдает разные КПД. Центральный мотор на Самурае не оставил никаких шансов, мотор-колесо на Спарте. Но насколько же она мягкая, тихая и комфортная, ребят, вы себе просто не представляете. Любой владелец данного байка подпишется под моими словами. Итак, давайте посмотрим, как она себя ведет на старте вместе с педалями. Можно сказать, что это будет некий читинг, но тем не менее, наши постоянные зрители уже видели эти заезды, ну а новым зрителям будет интересно. Поехали!
байки с 72-вольтовым конфигом и центральным тяговым мотором проявили себя на 100-метровке во всей красе. Однако, если у байка максимальная скорость меньше 100 км в час, то Спарта на более длинной дистанции будет впереди. Сурон и Стелс в этом заезде оказались явными аутсайдерами. Ну что ж, покатались от души. Впереди уже зима. Надеюсь, если что-то еще успеем заснять, обязательно вам предложим. Как всегда, жирная дискуссия от вас, ребята. Любые вопросы, любые заказы в директ, в комментариях выражайте свое мнение. Нам нужен фидбэк. Комментарии сюда, пальцы сюда. До новых встреч. Пока.